Всем привет! В сегодняшнем видео буду укреплять свои ногти акригелем и покажу вам простой и легкий дизайн акварелью. Первым этапом в любом виде маникюра отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Сегодня в работе у меня фреза пламя с синей насечкой 21 диаметра. Работаю на оборотах до 20 тысяч. При работе с синим пламенем избегаю любого нажатия на ноготь. Ни в коем случае не давлю фрезой на ноготь. Переключаю реверс и прорабатываю правый синус и латеральную складку. Мои ногти тонкие и имеют свойство скручиваться при отрастании. Вообще у большинства людей при отрастании ногти имеют свойство немножко скручиваться, деформироваться, либо же клюют, либо же уходят куда-то в сторону. В таком случае мы должны понимать, что база это гибкий материал и она не может удержать ноготь. До какого-то момента база будет удерживать форму ногтя, но недели через 2 в лучшем случае она все равно отслоится от натурального ногтя при скручивании. Если хочется иметь форму четкий квадрат, то здесь нам в помощь только твердый материал. С помощью акригеля мы сможем выстроить правильную архитектуру ногтя и сделать четкий квадрат, при этом выпилив изнутри свой натуральный ноготь, дабы избежать в дальнейшем отслоек. Срезать кутикулу я буду после выкладки материала, а сейчас подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Тонким слоем наношу базовое покрытие и сушу 1 минуту. Сегодня у меня акригель 2 в 1. В качестве укрепления и в качестве цвета. Это очень удобно, чтобы не наносить какой-то еще гель-лак. Можно сразу использовать камуфлирующий акригель. И даже по тот же French очень экономит время мастерам. Сначала попробовала кистью распределить материал, но кисть моя мягкая, и я поняла, что деревянной палочкой удобнее всего, особенно у кутикулы и у боковых валиков. Предварительно смачивая палочку в обезжириватель, у меня это спирт, и прихлопывающими движениями распределяю наш акригель. Кистью сглаживаю материал сверху, дабы мне было меньше пилить, но и таким образом стягиваю немножко материал на свободный край, тем самым удлиняя его. Мне очень нравится в работе и этот акригель, и другие, которые у меня есть. Им очень легко работать, он не течет, можно сразу работать на всех ногтях, можно легко удлинить свободный край без постановки форм. Это очень удобно. Сушу акригель 2 минуты, затем тщательно вытираю липкий слой. Опиливаю сверху, выравниваю поверхность, убираю лишнюю толщину твердосплавной фрезой с зеленой насечкой. Прохожусь алмазной фрезой в области кутикулы. Кутикулу буду удалять с помощью ремувера и среза ножницами. Удаляю остатки ремувера и срезаю кутикулу ножничками, после все хорошо смываю водичкой. Кожа размягчилась, дорабатываю немножко очень загрубелые боковые валики.
На большом пальчике решила сделать легкий и быстрый дизайн, нарисовать цветочек акварелью. Для этого покрываю ноготь матовым топом тоненьким слоем. После просушки развожу акварель с водичкой, чтобы у нас был такой полупрозрачный цвет, не густой, и толстенькой кистью делаю лепесточки. Кисть промакиваю в сухую салфетку и убираю лишнюю воду с лепестка. Если вы еще не пробовали рисовать акварелью, настоятельно советую вам попробовать, это очень легко. Дали цветочку просохнуть 1 минутку и покрываем топом без липкого слоя. Решила на цветочек добавить немножко страз. Ставлю капельку из каучуковой базы и сажаю на нее стразики. Сушу и обвожу контур страз топа, чтобы нигде ничего не цеплялось. Остальные ноготки перекрываю топом без липкого слоя и также сажаю на них маленькие стразики. Одну ручку я себе сделала, надеюсь, вторая получится не хуже. Если вам было интересно, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на меня. Ну и если что-то было непонятно, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу. До скорых встреч, всем пока-пока!